Друзья, представляем вашему вниманию тестовый обзор проектора для домашнего кинотеатра Sony VPL VW870ES. Мы попытаемся оценить качество его работы как по синтетическим тестам, так и при выводе на экран различного контента, демо-роликов, фрагментов из фильмов и игр. Надеемся, что данный обзор будет полезен всем, кто интересуется темой домашнего кино и гейминга на большом экране. Итак, вначале нужно представить героя нашего обзора. Проектор Sony VPL VW870ES. Его уверенно можно назвать элитным устройством, так как его цена составляет на момент съемки данного ролика более 2 миллионов рублей. В линейке проекторов компании Sony этот проектор находится ступенькой выше модели Sony 760, но ниже топового Sony 5000ES. Паспортные характеристики Sony 870 таковы. Во-первых, это проектор с полным Ultra HD 4К разрешением. Он построен на основе трех работающих на отражение LCOS матриц с физическим разрешением 4096 на 2160 пикселей. Во-вторых, это лазерный проектор, то есть в его основе лежит лазерно-фосфорный источник света, который обеспечивает световой поток в 2200 ансилюменов, при этом является очень долговечным. Заявленный ресурс работы 20 тысяч часов. Проектор поддерживает на вход сигнал с 4К разрешением в формате HDR. Sony 870 поддерживает 3D, но для этого придется докупить фирменные 3D очки. Видеовходы HDMI с полосой пропускания 18 гигабит в секунду расположены снизу на боковой панели. У нас не возникло никаких проблем при подключении к игровым приставкам последнего поколения Sony PlayStation 5 и Xbox Series X. Проектор прекрасно зарекомендовал себя в тандеме с ними. Проектор довольно крупный и тяжелый. 22 кг весом, более полуметра в ширину, полметра в глубину и 22 см в высоту. При этом у него довольно изящный и строгий дизайн, напоминающий очертаниями крейсер Империи из Звездных войн. Самая главная фишка проектора Sony 870 – это, конечно же, бескомпромиссный цельностеклянный объектив, тот же самый, которым оснащен флагман Sony 5000. Передняя линза диаметром 89 мм кажется огромной. Она состоит из 18 оптических элементов высочайшего качества, что позволяет практически полностью избавиться от хроматических аберраций и обеспечить идеальную резкость не только по центру изображения, но и по краям кадра. Мы измерили ключевые параметры, определяющие качество работы проектора, то есть яркость и контрастность. Измерения проводились в кинотеатральных, то есть не самых ярких, но самых точных режимах, референс и фильм 2. При настройке цветовой температуры D65. При 100% мощности лазерного источника света яркость составила 1900 люмен, а на минимальном уровне мощности лазера яркость была измерена в 900 люмен. Нативная, то есть статическая контрастность, измеренная по методике On-Off при отключенных системах динамического ее усиления, то есть автоматической диафрагмой и лазерном затемнении, составила внушительные 15500 к 1 при 100% мощности лазера. Измеренная контрастность по методике ANSI, так называемая контрастность на шахматном поле, измеренная на объективе, достигает 400 к 1. Далее перейдем к оценке качества изображения проектора по синтетическим тестам. Первые тесты позволяют оценить оптическую четкость, разрешение и равномерность фокусировки. Наши ожидания оправдались. На шаблоне Quick Brown Fox проектор демонстрирует превосходную резкость по всему полю, причем без использования цифровых систем ее усиления. Стоит также отметить безупречное качество сведения RGB панелей, что называется из коробки, которое вообще не потребовало никакой коррекции. Безусловно, проектор в полной мере отображает разрешение 4К, отображая линии толщиной в 1 пиксель без какого-либо размытия. Следующие тесты позволяют оценить равномерность и чистоту, иначе говоря, нейтральность белого и серого цветов. Как видно, проектор обеспечивает нейтральность по цвету в режимах Reference и Film 2. Никаких окрасок, то есть тинта, нет. Экран освещен достаточно равномерно. Далее посмотрим на то, как проектор отображает черный цвет, а также белые объекты на черном фоне. Это самые суровые стресс-тесты для любого проектора.
На них обычно проявляются недостатки, присущие проекционной технологии. Это слишком высокий уровень черного, который кажется скорее серым, и переотражение внутри оптического тракта, которые могут быть заметны в виде светлых пятен и полос от белых объектов на черном фоне. Итак, у проектора очень равномерный и сравнительно глубокий черный цвет на полностью черной заливке. Никаких ярких углов нет. На заливках, совмещающих черный фон и белые объекты на нем, все очень хорошо. Границы белых объектов четкие, свечение, то есть гало, самое минимальное. И это очень важно как для реальной контрастности в смешанных и ярких сценах, так и для четкости, обусловленной в том числе микроконтрастом. А это четкость границ между темными и яркими объектами. Далее оценим качество цветопередачи по референсным фотографиям. Цветопередача близка к эталонной. Цвета яркие, но при этом естественные. На черно-белых изображениях нет никакого подкрашивания. Картинка абсолютно нейтральная. Следующие тесты позволяют оценить плавность передачи градиентов и наличие или отсутствие бандинга, то есть ступенчатости передачи яркостных и цветостных переходов. Можно отметить заметный color banding, выраженный на границах цветостных переходов. Причем он заметен только в режиме изображения фильм 2. В режиме Reference его нет совсем. Забегая вперед, отмечу, что на реальном материале, то есть на фрагментах из фильмов в форматах SDR и HDR, бандинг нами заметен не был, так что указанной проблемой в целом можно пренебречь. Далее идет серия тестов, которые позволяют продемонстрировать, как проектор справляется с тон-маппингом сигнала HDR, то есть его адаптацией к яркостным возможностям аппарата. В первом тесте на экран выводятся плашки с разными цветами с яркостью до 950 и до 4000 нит. Вывод, который можно сделать, очевиден. Проектор справляется с отображением плашек яркостью только до 1000 нит. Это означает, что в фильмах, видеоряд которых содержит объекты яркостью более 1000 нит, проектор не сможет отобразить детали в этих зонах кадра, они сольются в одно светлое пятно. Отчасти компенсировать эту проблему можно настройками проектора с помощью ползунка HDR Contrast, однако при этом будет страдать общая яркость изображения. Стоит отметить, что решение этой проблемы возможно путем возложения функции тон-маппинга на плеер, внешний процессор или компьютер. Следующие тесты служат для оценки качества передачи движения и динамичных сцен, а также системы кадровой интерполяции, или, как ее называют, уплавнения. Сразу отмечу, что в связи с несовпадением частоты кадров тестовых видео, частоты кадров самой записи и вывода на экран YouTube, продемонстрировать это практически невозможно, так что вам придется поверить мне на слово. По итогам просмотра тестовых роликов можно отметить очень достойное качество передачи движения, в том числе на киночастотах 24 и 23,976 кадров в секунду, особенно в режиме True Cinema, который не создает эффекта мыльной оперы, но в динамичных кадрах, а также на сценах с использованием съемки с рук, повышает четкость движения, минимизируя размытие границ движущихся объектов. Включение кадровой интерполяции в режимах Smooth High и Smooth Low дает отличный эффект на кадрах с панорамированием, но ожидаемо создает явный эффект мыльной оперы, хоть и с минимальным количеством артефактов. Поэтому может использоваться, скажем так, на любителя. В тестируемом проекторе используется сразу несколько систем усиления контрастности, или иначе говоря, управления яркостью. Первое – это управление мощностью, димминг или затемнение лазерного источника света, которое происходит практически молниеносно. Вторая – это динамическая, то есть автоматическая диафрагма в объективе, эффективно дополняющая лазерный димминг. Первые две системы объединяются компанией Sony в понятие
Dual Contrast Control, то есть тандем из лазерного димминга и автоматической диафрагмы объектива. Третья система чисто цифровая, программная, Contrast Enhancer, усиливающая глубину темных тонов и яркость светлых участков изображения с помощью соответствующего изменения гамма-кривой. Сразу отмечу, что использование последней функции настоятельно не рекомендуется, ибо вызываемый ею сдвиг гаммы довольно заметен и вызывает у настоящего пуриста лишь раздражение. А вот работа первых двух систем просто превосходна. Причем можно выбрать один из двух режимов работы динамической системы – Limited и Full. Первый режим менее агрессивен, но тем не менее улучшает глубину, то есть уровень черного вдвое. Второй позволяет лазерному источнику света полностью выключаться на абсолютно черных кадрах. В обоих режимах при тестировании нами не было замечено эффекта накачки, то есть видимых скачков яркости, а также потери деталей в цветах и тенях. Что интересно, система динамического контроля яркости продолжает работать не только на почти черных сценах, но и в смешанных с яркостью 1%. Проектор Sony 870 оснащен двумя цифровыми системами усиления четкости и резкости изображения. Первая, Digital Focus Optimizer, анализирует кадр и повышает четкость в областях, где изображение размыто. Вторая система, Reality Creation, работает в дополнение к первой, причем степень ее использования можно плавно регулировать от минимальной к максимальной. На Full HD контенте она отлично работает вместе со встроенным в проектор апскейлером, позволяющим выводить изображение в 4К разрешении, предварительно осуществив его интерполяцию до 4К. На Ultra HD контенте эта функция тоже оказывает скорее положительный эффект. Просмотр на проекторе Sony 870 кинофильмов в стандарте Full HD и SDR не оставил у нас никаких поводов для критики. Картинка была четкой, яркой, контрастной, с хорошей передачей динамики и отличной цветопередачей. В начальной сцене из фильма 007 «Казино Рояль» проектор демонстрирует эталонную нейтральность черно-белого изображения, а очень контрастные кадры, в которых почти черные и одновременно очень яркие элементы отображаются без намека на серую пелену, характерную для проекторов с низким внутрисценовым контрастом. Кадры из того же фильма, где Бонд выходит из самолета, отличает очень насыщенный цвет. Проектор сохраняет при этом естественность и натуральность тона кожи. В сцене из фильма «Гравитация» персонаж Сандры Баллок крутится в космосе с ярким фонарем в руке. При этом при сокрытии фонаря фигуры героини и его появлении контраст визуально не меняется вообще. Это связано с плавной кривой графика контрастности в зависимости от средней яркости кадра. Ведь у этого проектора одновременно высоки и нативный on-off, и on-see контраст. Это обуславливает и превосходный результат в смешанных и светлых сценах, а также высокую четкость и пластичность изображения, как следствие высокого микроконтраста. Сцена из фильма «Oblivion», где персонаж Моргана Фримена курит в кромешной тьме, это настоящий стресс-тест для проекционной технологии. И здесь наш испытуемый ведет себя весьма достойно. Кадры из фильма 007 «Координаты Skyfall» сочетают быстрые переходы от темных тонов к светлым, и Sony 870 показывает здесь превосходную динамику и пластичность. Завершает тестирование на фрагментах из фильма в формате SDR очень темные кадры из «Властелина колец», на которых проектор демонстрирует богатство оттенков и отличную детальность в теневых участках изображения. Когда мы собирались запускать на Sony 870 4К HDR контент, ожидания были достаточно скептические, так как у данной модели нет системы адаптивного покадрового HDR тонмаппинга. Однако реальность преподнесла нам неожиданный результат.
Картинка в формате HDR на нашем испытуемом заслуживает самой высокой оценки. Изображение было, как говорится, ярким, сочным и четким, с прекрасной динамикой. Это тот редкий случай, когда преимущество формата Ultra HD не придется искать с лупой. Оптическое качество аппарата таково, что вы не упустите даже самых малейших деталей. Просмотр отрывков из любимых фильмов не оставлял ни малейшего желания искать недостатки изображения. От него просто невозможно было оторваться. Было интересно посмотреть, как проектор поведет себя на втором сезоне сериала «Мандалорец» в Ultra HD формате. Видеоряд его довольно сложный. Изображение в нем малоконтрастное, темное, большинство сцен сняты при очень слабом освещении. На таком материале сразу видны все недостатки даже самого современного дисплея, не говоря уже о проекте. Но и здесь Sony 870 не подкачал. Картинка была, насколько это возможно, объемной и глубокой, а присущий видеоряду этого сериала цифровой шум на задних планах не акцентировался. Хотелось просто смотреть и наслаждаться. Удивительно, насколько хорошо проектор справился со сложнейшей сверхтемной сценой из третьего эпизода 8-го сезона «Игры престолов». Большинство проекторов не могут продемонстрировать в ней одновременно детализацию в тенях и чистоту изображения, но Sony 870 это удалось. Отдельного упоминания заслуживает превосходная стабильность контраста. На вступительной сцене к фильму «Звездные войны. История изгоя-1», когда на космической сцене со звездным небом появляется довольно крупный светлый объект, видно, что контрастность не проваливается, как это обычно бывает в проекторах, а остается субъективно столь же высокой. В итоге мы не смогли отказать себе в удовольствии и запустили под занавес новое Ultra HD издание «Звездных войн», а именно эпизод 4 «Новая надежда». Все участники тестирования пришли к единодушному мнению. Никогда еще этот фильм не выглядел так хорошо. В конце мы решили включить на проекторе Sony 870 игры с новейшей приставки Xbox Series X. Впечатление от гейминга на 135-дюймовом экране 4K HDR со звуком Dolby Atmos можно отписать только одним словом – фантастика. Такого погружения в игровой процесс на огромном экране с идеальным качеством изображения и звука невозможно себе представить. Это просто нужно видеть. Стоит также отметить удивительную для лазерного проектора тишину в работе, даже в HDR и на полной мощности лазера. Итак, пришел момент подвести итоги нашего тестового обзора. Попробуем сформулировать достоинства и недостатки испытуемого аппарата. Итак, плюсы. Во-первых, это высокая яркость и общая контрастность, высокий микроконтраст и пластичность изображения, эффективная и при этом деликатно работающая система динамического усиления контрастности, референсное оптическое качество, а именно эталонная четкость, резкость и равномерность фокусировки, отсутствие хроматических аберраций, практически идеальное сведение панелей из коробки. Далее это отличная равномерность черного и белого поля, стойкость к внутренним переотражениям внутри оптического блока, отсутствие призраков и голов вокруг белых объектов на черном фоне. Далее очень хорошая передача движения в кадре, эффективная система кадровой интерполяции, качественный апскейл разрешения видео до 4К и, наконец, тишина в работе. Минусы. Нативный контраст и глубина черного в самых темных сценах все же уступают конкурентам от GVC. И второе – статический алгоритм встроенного тон-маппинга HDR-сигнала. Вывод очевиден. Проектор Sony 870 можно уверенно отнести к классу референсных устройств отображения видеосигнала. Он в полной мере оправдывает свою немалую цену и может стать сердцем домашнего кинотеатра самого высокого уровня. Прежде чем завершить наш обзор, стоит упомянуть весьма важные обстоятельства. Проектор для домашнего кинотеатра, тем более такой, как Sony 870, может раскрыть свой потенциал лишь в соответствующих условиях. Таковым относят, во-первых, полный контроль внешней засветки и, во-вторых, подготовка помещения с целью минимизации паразитных отражений от стен, пола и потолка,
Очевидно, что если с первым пунктом справиться вполне возможно, то со вторым далеко не всегда. Ибо если для вашего кинотеатра не выделено специального помещения и располагается он в обычной гостиной, не каждый решится превратить ее в черный склеп. Тем не менее, это вовсе не катастрофа. Существует решение этой проблемы в виде так называемых ALR-экранов, то есть Ambient Light Rejection, специальная поверхность которых призвана противостоять паразитной засветке и переотражению внутри помещения за счет ограниченных по сравнению с обычным экраном углами обзора и свойств, усиливающих контраст и глубину черного. Если предположить, что вы готовы стать владельцем проектора референсного уровня, такого как наш сегодняшний испытуемый Sony 870, и у вас нет специально подготовленного для этого помещения, то ему в пару стоит взять столь же референсный ALR-экран от компании Screen Innovation Black Diamond. При этом играть или смотреть спортивные программы вы сможете без дискомфорта, даже при включенном освещении. Для серьезного же просмотра кино лучше обеспечить контроль внешней засветки, и тогда вы увидите все, на что способен этот проектор в полной мере. На этом позвольте закончить наш тестовый обзор. Надеюсь, что он оказался для вас интересным и полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии под этим видео и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр. Выражаем свою благодарность группе компании Digis, предоставившей проектор на тестирование, а также компании Barnsley за поддержку.